Всем привет, друзья! В этом видео хочу рассказать, как мы сделали систему полива на нашем участке. Расскажу все нюансы, плюсы и минусы. Мы ей уже пользуемся 1 год, поэтому уже есть что показать, что рассказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии и поехали! Начну с самого начала, как у нас было раньше. Мы вообще поливали лейками из колодца. Потом мы приобрели насос. От насоса идет труба в озеро, откуда берется вода. И к насосу мы просто подключали шланг и тянули на огород. Хорошо, что у нас огород рядом, и в принципе этого было достаточно. Но шланг был соединенный, то есть это где-то метров 50, два куска по 25 метров. Поливали так огород, то есть везде за собой тягали этот шланг. И это было очень неудобно. Буквально год назад мы сделали такую систему полива. Все то же самое, вода берется из озера, поступает в насос, но уже насос качает по трубам. Мы закопали трубы по участку, мы развели 5 точек по всему участку. То есть самая крайняя точка аж за домом, длина труб около 90-100 метров. Я посмотрел по характеристикам данного насоса. По горизонтали он может на 100-150 метров качать воду. Данный насос мощностью 1,1 киловатта. И на дальней точке мы еще подключаем шланг 25 метров и достаточно хороший напор, поэтому я думаю, что можно еще будет дальше разводить еще вглубь участка. Итак, какая у нас была первая проблема, и которую мы решили? Вначале я вставлял в озеро рогатину из дерева, втыкивал ее в дно озера и на нее вешал трубу, для того, чтобы труба уходила в воду. Были проблемы с тем, что вода опускалась, и мог настать такой момент, что сама труба, которая забирает воду, будет выше воды. Соответственно, система закачает воздух, и нужно будет разбирать, постоянно наливать новую воду и опять запускать систему. С этим были трудности. Рогатину я ставил для того, чтобы труба не лежала на земле и, соответственно, не всасывала, не забивалась землей. Но мы придумали следующий метод, как можно сделать так, чтобы не зависеть от уровня воды и, соответственно, чтобы край трубы с клапаном не засасывал в себя землю. На край трубы, там где клапан, где именно забирается вода, мы повесили кусок просто обычного пенопласта. Держит трубу на воде и не дает ей опуститься на землю, не дает ей забиваться, и не останавливается вся система. Следующий момент, который мы сделали, это для того, чтобы на любой точке можно было открыть краник, вода пошла, мы поставили реле давления, как стоят в насосных станциях, только здесь нету бака. Получается, система работает следующим образом: открывается краник, реле сразу включается, потому что падает давление, и насос начинает качать. Только кран закрыли, насос давления накачал в системе до 3 атмосфер, реле давления остановилось. Не нужно никакого дополнительного бака. В будущем, возможно, здесь сделаем какой-то домик утепленный. Сейчас на зиму я просто разбираю эту систему и насос заношу, сливаю с него воду, заношу в мастерскую, для того, чтобы он не замерз, не лопнул и все остальное. И, соответственно, сливается вода с системы. Далее, что мы сделали, мы поставили вот такой вот дополнительный выход, тройничок, тут его заглушили, и краник. Для чего это сделано? Это сделали для того, чтобы было удобно набирать в систему воду. То есть, по сути, когда только запускаешь систему, в ней воды нету, без воды она качать не будет. Поэтому открывается краник, сюда ставится леечка, и прям сюда можно с лейки заливать воду. Соответственно, вода наполняется, система запускается. Раньше мы это делали, то есть вот здесь вот на насосе есть такой болтик, который откручивается, там отверстие, в которое заливается вода. Ее, во-первых, отверстие маленькое, туда очень медленно течет вода. Нужна специальная леечка тоненькая тоже. И это было очень долго.
и заморочливо. И, соответственно, нужно было наполнить всю эту трубу, весь насос. Сейчас это намного проще. Когда систему набрали, краник просто закрыли и все. Так же само, в принципе, можно сливать воду. Выключили из розетки, открыли краник, и по этот уровень вода стечет. Понятно, что в земле она немножко ниже, там где-то что-то может остаться, но основная вода стечет. На огороде мы сделали две вот таких вот точки. Одна посередине огорода, скажем так, куда достает основной шланг. И вторая еще с другой стороны теплицы. Если будет расширение огорода или нужен полив в теплицу, то можно там подключаться. Как мы это сделали? То есть там, соответственно, трубы внизу, через уголки выходит труба. Труба выходит 32-я. Мы дополнительно насадили еще обычную 50-ю трубу, для того, чтобы, когда тут прокашивать вокруг огорода, чтобы основная труба, по которой идет вода, не повреждалась. Это, скажем так, своеобразная защита. То есть она просто свободно себе висит, нигде никак не подсоединена. Далее у нас идет уголок, кран. И на кран мы еще поставили такой вот быстросъемник. То есть здесь быстросъемник идет, и к шлангу подсоединяется фиксатор. Просто оделся, и можно поливать. Либо, если нужно перенести шланг, легко снимается, и понесли куда нужно, подключили в другое место. Система у нас идет от озера. Там на берегу озера стоит насос. Дальше сюда, здесь вдоль грядки, там где тропинка, где ничего перепахиваться не будет, идет закопана труба. Вот это вот первая точка. Потом здесь же вдоль тропинок у нас идет труба. Здесь поворот у нас идет. И вот туда к краю теплицы крайнему у нас вторая точка. Здесь вот на углу у нас вторая точка, куда можно подключиться и вот, соответственно, поливать дальше часть сюда. Вот эту часть огорода можно поливать. Дальше у нас система идет уже к дому. Третья точка у нас возле дома. Здесь для полива клумб, разных декоративных кустиков. Здесь альпийская клумба. Дальше идет вот здесь труба закопана. Четвертая точка стоит, чтобы можно было здесь клумбы поливать. И в эту сторону, чтобы тоже дотягивать шланг, если нужно поливать, там саженцы какие-то растут. И дальше у нас сюда идет система. Привет. Куда прячешься? Вот. И вот это вот у нас последняя, пятая точка. Здесь подключен другой шланг на углу дома. И здесь у нас уже плодовый сад растет. И это для того, чтобы эта точка, для того, чтобы поливать вот здесь вот плодовые саженцы. Точно так же можно будет продолжить линию, куда нам нужно, чтобы дотянуться в дальние уголки. Там уже дорога, чтобы в ту сторону можно было дотянуть полив и, соответственно, поливать растения. Какие могу рассказать плюсы и минусы? Ну, плюс в том, что, во-первых, это очень удобно, не нужно со собой тягать длинный шланг. Второй плюс — это то, что наконец-то можно поливать неограниченным количеством воды, более дальние участки нашего поместья, поливать плодовые саженцы, которые мы посадили в нужное время. И для этого не нужно далеко от озера тягать тяжелые лейки, надрывать спину. Просто подошел, втыкнул шланг и можно поливать. Соответственно, выжимаемость растений будет выше. Мы берем воду из озера, в озере воды много. И можно не переживать о том, что где-то вода закончится. Там, раньше мы поливали с колодца, там всего лишь где-то 200-300 литров было воды. И, соответственно, она очень быстро заканчивалась, можно было за этим не уследить. Это вода, которая была питьевая, которую мы используем в доме. И если вода закончилась в колодце, то, соответственно, нужно ждать, пока наберется вода, чтобы пользоваться ею в доме. Теперь с такой системой полива от озера с этим проблем нету. Мы просто поливаем из озера сколько нам нужно, и вода не заканчивается. Еще могу сказать, что такие краны стоят вот по участку, и они, в принципе, не высоко над землей, их особо незаметно, ландшафт они не портят, зато очень удобно. Какие есть минусы? Минус в том, что каждую зиму, а то и даже раньше,
Когда начинаются морозы, нужно сливать воду с системы. В конце сезона нужно слить воду, открыть все краны, чтобы они не полопались. И точно так же, когда начинается весна, когда уже начинается какой-то полив, нужно четко следить за температурой воздуха, включать, набирать систему, потом сливать, потому что ночью бывают заморозки и краны лопаются. У нас за эту весну 2 раза лопались. То есть мы 1 раз поставили, там 1 кран лопнул, вовремя не слили воду, ночью был заморозок, мороз и кран лопнул. И опять потом поставили новые краны и еще 2 или 3 крана лопнуло. Поэтому за этим нужно, конечно, в начале, вот в такой переходной момент, когда еще морозы ночью бывают, нужно выключать и сливать воду. Еще один минус — это то, что насос тоже находится на улице, то есть для него нужно сделать какое-то укрытие от влаги, от дождя, отключать на зиму от системы, сливать воду для того, чтобы не лопнул насос. Либо, конечно, что-то делать утепленное для насоса, тоже какой-то домик. Немножко расскажу о том, во сколько нам эта система обошлась. Насос 1500-2000 гривен, будем условно считать 2000 гривен на сегодняшнее время на 1,1 киловатт. 4000 гривен трубы и все краны и фитинги, и еще 1000 гривен шланг. В итоге получается 7000 гривен система полива на 5 точек протяженностью 100 метров. Много это или мало? Ну, в принципе, цена достаточно серьезная, если за раз все покупать. Если покупать постепенно там насос и шланг, потом всю систему полива, то уже легче. Но стоило ли такое делать? Скажу однозначно, стоило. Это намного удобнее, намного легче и, соответственно, легче поливать, и саженцы будут лучше расти, с влагой не будут засыхать, и наконец-то, может быть, мы со временем скоро видим свои плоды и попробуем свои плоды на плодовых деревьях. Потому что раньше мы постоянно садили плодовые растения. Самый большой нюанс был в том, что они просто засыхали, потому что мы их не поливали вовремя. Для того, чтобы вовремя поливать, нужно было тягать лейки тяжелые. И нужно это большой объем поливать. То есть это недостаточно одной лейки под 1 саженец. То есть нужно хотя бы штук 5 таких леек вылить под 1 саженец, чтобы вода успела нормально пройти до корней. Сейчас с такой системой полива это все делается легко и просто. Ну что ж, друзья, вот в этом видео я рассказал о том, как мы сделали у себя систему полива. Надеюсь, вам было интересно, полезно, есть что почерпнуть для себя, и со временем, возможно, вы сделаете систему полива. Ну а если у вас уже есть система полива, расскажите, как вы организовали у себя на участке полив растений. Какие были у вас трудности, проблемы, с чем вы столкнулись, поделитесь в комментариях. Думаю, всем подписчикам будет интересно почитать, возможно, почерпнуть ваш опыт. Ну а если вы увидели какие-то недочеты в нашей системе или есть что прокомментировать, посоветовать, что можно улучшить и сделать, обязательно пишите. Будет очень интересно почитать. Возможно, мы тоже это сможем внедрить у себя и улучшить нашу систему полива. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки обязательно, это очень нам помогает продвигать видео. И до новых встреч, пока-пока. Буся, ты лицом повернись к камере. Что ты стала попой? Не хочешь? Скажи пока.